Когда говорят о каком-то человеке и пытаются предсказать его поведение, то изучают его биографию, где учился, семья и так далее. То есть предполагают, что личность не возникает из ничего, а формируется в течение некоторого времени. Мы как бы берем чистую заготовку и записываем на нее какие-то знания о мире. Используя эти знания, человек выстраивает свое поведение и нарабатывает опыт. Личность же является результатом накопленного опыта. При этом обучение, получаемое человеком, можно разделить на две части: воспитание, усвоение неких правил поведения, и учеба, получение неких знаний о мире. Воспитанием в основном занимается семья. Каждая семья является ячейкой социума и занимает в иерархии определенное место. Люди получают разное воспитание, поскольку правила поведения в разных слоях социума различны. Изначально в искусственных расах семьи имели свою специализацию. В одних семьях растили работников, в других – купцов, в-третьих – воинов, что соответствует кастам. Система образования рассчитана на обучение человека определенным знаниям. При этом среднее образование рассчитано на обучение знаниям, необходимым современному человеку для того, чтобы адаптироваться к достижениям социума. Высшее образование предназначено для подготовки человека, способного обслуживать современные технологии и развивать их. Воспитание можно рассмотреть в качестве базы, на которой строится личность. Дальнейшая система образования просто придает уже сформированной личности определенную специализацию. Жизнь современного человека строится по следующей схеме: рождение, ясли, обучение управлению телом, детский сад, первичные навыки общения в коллективе, начальная школа, обучение чтению и письму, счету и арифметике, старшие классы, обучение предметам, высшее образование, обучение специальности. Далее человек начинает работать по специальности и делает полезную работу. Этот период занимает разное время в зависимости от состояния здоровья. Далее человек выходит на пенсию и через некоторое время умирает. Затем происходит новое воплощение. Череда рождений и смертей составляет круг сансары. Если взять продолжительность жизни 80 лет и длину этапов 7 лет до школы, плюс 11 лет обучения в средней школе, плюс 6 лет получения высшего образования, далее пенсия в 65 лет, то продуктивный период жизни составит 65 минус 24 равняется 41 год. Каждый новый цикл человек начинает с нуля, ничего не сохранив от предыдущих воплощений. Человек перерождается множество раз. Этот процесс подобен росту жемчужины. В первой касте формируется зародыш монады, который далее развивается, увеличивается в каждом последующем воплощении. Сформированные в течение каждой жизни локальные личности переписываются в область правого полушария монады. Это происходит по окончании каждой жизни. Начиная с определенного момента, зародыш монады становится настолько большим, что накопленное в нем сознание более не замещается сознанием локальной личности. То есть процесс формирования полного сознания может проходить естественным путем. Считается, что между двумя кастами человек должен накопить 12 качеств, которые связываются со знаками зодиака и привязываются к моменту рождения. То есть между двумя кастами проходит минимум 12 воплощений. В реальности больше, поскольку для прохождения некоторых этапов требуется больше одной жизни. Таким образом, можно определить число воплощений, требующихся для прохождения первых 3 каст, как 1 прохождение первой касты плюс 12 прохождение второй касты плюс 12 прохождения третьей касты равняется 25. На самом деле это число гораздо больше. С прохождением 4 касты все намного сложнее. Маги рассматривают эволюцию сознания как дело, поэтому прохождение отдельных этапов может быть короче. То есть за одно воплощение человек может пройти не одно качество, а несколько. Таким образом, переход из 3 касты в 4 может занять примерно 9 воплощений. Переход с первого уровня 4 касты на 2 может занять около 3 воплощений, как и со 2 на 3. 3 уровень надо пройти за одно воплощение, но при этом время жизни не ограничено. Маг Самадхи может прожить несколько тысяч лет. На каждом этапе развития сознания нарабатывается определенное качество. Маги первого уровня ищут источник энергии. Таким источником может быть одна из 4 стихий.
Маг выбирает одну из стихий и учится черпать из нее силу. На втором уровне возникает специализация, которая позволяет магам фиксироваться на ментальном плане для совершения работы. На третьем уровне маг преобразует свое физическое тело в бессмертное существо, способное жить неограниченное время. В конце этого уровня маг совершает переход в магонию, вознесение. Есть представление о карме, как совокупности изменений, которые человек несет с собой из одного воплощения в другое. В первых 3 кастах эти изменения касаются физического тела. В понятие физического тела входит эфирное тело, частота Сватхистхана чакры, и астральное тело, частота Манипура чакры. Кроме того, в состав физического тела входит ментальное тело Анахата чакры, тело животного ментала. После смерти физического тела начинается разрушение тонких тел. Карма – это информация о событиях предыдущей жизни, сохраненная в тонких телах. Перенос данной информации в последующую жизнь приводит к изменениям в физическом теле. Информация, сохраненная в ментальном теле, влияет на сознание последующего воплощения и формирование поведения. Поведение влияет на ситуацию в жизни. У людей первых 3 каст ментальные тела Вишудха Сахасрара чакры неплотные, и они не могут сохранять информацию. Речь идет о возможности считывать информацию о предыдущих жизнях. Существует неразрушимое кармическое ядро на частоте аджна-чакры, которое сохраняет воспоминания о прошлых жизнях. Это ядро считывается сознанием человека на уровне 4.2 и выше. На уровне 4.1 существует практика сборки личности, направленная на работу с кармическим ядром. Когда сознание человека дорастает до уровня 4.2, оно начинает цеплять кармическое ядро, и тогда процесс считывания воспоминаний о прошлых воплощениях, жизнях происходит автоматически. То есть атлантам достаточно было искусственным образом получить магов уровня 4.2. Это было необходимо для того, чтобы они восстанавливали сознание в последующих воплощениях. Хранители наследия. Откуда берется кармическое ядро и почему этот механизм есть у всех каст? Почему сохраняются воспоминания людей первой касты, у которых ментальное тело находится в зародышевом состоянии? Существует зрительная память. У людей всех каст канал зрения является главным каналом восприятия информации. Зрение связано с аджна-чакрой и правым полушарием. В норме зрительная память кратковременна. По мере перехода из касты в касту роль зрительной памяти возрастает. На стадии перехода из 4.2 в 4.3 область зрительной памяти, кармическое ядро, становится доступной. Таким образом, зрительные образы являются опорными при реинкарнации, восстановлении памяти о предыдущих воплощениях. Совпадение, узнавание зрительных образов может инициировать целые блоки воспоминаний о событиях, происходивших с личностью в предыдущих воплощениях. Например, человек видит какой-то объект, который видел в предыдущих воплощениях. Картинка совпала, как ключ с замком. И человек увидит целую лавину образов, кусок фильма, связанных с этим объектом. На этом основан принцип резонанса в процессе реинкарнации. Человек путешествует, осматривает музеи и встречает предметы из своего прошлого. Узнавание приводит к воспоминаниям, они активизируют личность, которая жила в том месте и в то время. Союзник. То есть существуют естественные причины реинкарнации.